Я просто обожаю смотреть это синхронное плавание. Что такое вода? Это информация. Россия – это прежде всего отображение информации. Это пауки. А русские могли еще с какой программой победить? Ну, конечно, с программой пауков. Потом наши парни. Да это же что? Выходят эти три богатыря. У них такие мускулы. А я вот всегда обожаю, когда они летают. А Чусовитина, за кого бы она ни выступала, где бы она ни бегала, 46 лет. Ну, вообще, Олимпиада – это чудо, что такое. Следующий вид, который я просто обожаю смотреть, это синхронное плавание. Это синхронистки. Особенно, когда они выходят все вместе. Ведь это что такое? Что такое вода? Это информация. Эта информация хранится. И тут вдруг 6 девочек одномоментно что-то делают. Как они прекрасны, эти наши девочки. И вдруг выходят из России сначала девчонки под балалайки. Помните, медведя заставили стереть с купальников, потому что это символ России. Почему Россия? Мне вот сегодня из Калифорнии подарок передали, а там тоже медведь как символ. И получается, что наши девчонки абсолютно замечательно танцуют, что-то они такое делают легкое. И потом их финальный танец. Ну, что такое Россия? Россия – это прежде всего информация. Россия – это прежде всего имена. Россия – это прежде всего отображение информации. Это пауки, паутина, это отображение судьбы. А поскольку наша страна – судьбоносное начало, и вдруг выходят две наших девочки в костюме пауков. Смотреть жутко. Элементы отточены так, что, ой, как они тянут носочки. А как они вместе опускаются на одну глубину. А как они подпрыгивают вверх. Это же чудо, что такое при всем вот этой изломанности линий, этих невозможных паутин. Ну и, конечно, они все сделали безупречно. Конечно, они победили. И мне, конечно, было очень интересно тоже с точки зрения времени говорить. Итак, это судьба, это пауки, а русские могли еще с какой программой победить? Ну, конечно, с программой пауков. А потом, когда выходит наша победительница и говорит: вы знаете, мне уже 31 год, и я, конечно, не за счет молодости, не за счет энергии, не за счет энтузиазма это делаю, только за счет опыта. И сейчас я хочу родить себе второго ребенка. А у меня так звучит: вторую девочку, потому что это все связано с водой, это все связано с синхронисткой, это все связано с Россией. Это замечательно. Я их отсмотрела много раз. То есть то, что мне нравится, я беру, пересматриваю, вот как и гимнасток отсмотрела. Потом наши парни. Да это же что? В свое время мы с ними сфотографировались, когда ездили на чемпионат мира. Нам было очень приятно за нашу команду. И какие у нас мальчики, ну, богатыри. Вот это то, что называется как-то Ильи Муромцы, что ли, выходят эти три богатыря. У них такие мускулы. Они, если что-то делают, мускулы напрягаются, над парней взгляд не отрывает, особенно на кольцах. О, что они там творят. И тут выходят какие-то китайцы, японцы, тоненькие, вот такие узенькие, щупленькие. И за счет скорости вдруг начинают набирать что-то, начинают побеждать. Конечно, я за наших парней была очень рада. Просто замечательно. И еще, знаете, что меня очаровало совершенно? Это наша комментаторша, которая комментировала спортивную гимнастику женскую. А насколько она их всех знает, насколько она их всех любит. Я иногда говорила: ой, мне вы только Лидию включите, и Лидию Иванову. Я очень хочу именно этот комментарий слышать, потому что она разбирается в тонкостях. А я же помню, что такое эти брусья, я помню, что это такое это бревно. Насколько это такие... Ну, вот сейчас у меня иногда в кошмарных снах идет вычищение, потому что, ну, реально опасно. Прыгнешь на это бревно, как-то не попадешь, а на брусьях, если с них там... Ну, и так далее. Но это уже все не важно было. Я, конечно, обожала вольные упражнения, конечно, обожала художественную гимнастику. А они... Ой, а какой прыжок был у этой. И Лидия вдруг говорит: вот она идет, королева помоста. И идет эта американская Байер, которая маленького ростика, даже 150 не доросла, 147. И вдруг делает прыжок, она штопором уходит вверх. Это же что-то совершенно невероятное. Это как? Оттолкнуться вот от этого коня. У них теперь совсем другой снаряд, не то, что у нас было. И уходит вверх.
А я вот всегда обожаю, когда они летают. То, что, если вы спросите, что мне нравится в гимнастике, вот эти их полеты, перелеты с бруса на брус. Вот эти А наша девочка, ой, как мне понравилась наша девочка, которая вроде юниорка, лет-то ей всего ничего, побеждала только в юниорах. И тут вдруг на бревне она делает сальто и останавливается как вкопанная, и ее пяточки вровень с бревном. Ой, ну это вообще невозможно красиво. И, конечно, чудесно. Мне потом было жаль, что она не победила вот на этом бревне, когда уже индивидуально было. Но главное, в группе все, наши все взяли. А Чусовитина, за кого бы она ни выступала, где бы она ни бегала, 46 лет. Вы можете понять, вот только за ее возраст она до сих пор себя заявила в прыжок. Какой 46? 25 нам говорили, девочки. Все, пора бы вам уступить место более молодым. Девочки, вы куда вообще пошли? А тут, конечно, и вот она, насколько там... Ну, на чемпионате мира она прыгала. На Олимпиаде как-то так. Это все, она, по-моему, не прошла, да? У нее не получилось отборочное пройти. Но, тем не менее, она стала... ну, такой звездой Олимпиады. Ну, вообще, Олимпиада – это чудо, что такое.